Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Исполнится ли мое желание, исполнится ли ваше желание, мои дорогие девы? Это новый формат видео, который я назвала «Трамвай желания». Вся наша жизнь – своеобразное путешествие, в котором могут быть и паузы, остановки. Временами мы ускоряемся, набираем скорость, скользя по рельсам судьбы, какой-то жизненный путь, как будто нам нужно все равно так или иначе пройти. Вот давайте вместе с вами поразмышляем и предположим альтернативные варианты развития событий. И наш второй расклад будет состоять словно из двух направлений: желания и возможности. Вот как видят карты, что-либо осуществить в январе. И первую карту мы достанем, которая будет означать своего рода энергетику для исполнения вашего желания. Что вы надумали? Желание мы будем рассматривать всего 3 или сферы желаний. А в целом, вот что в пространстве происходит, что вам будет помогать, может быть. Итак, первая карта. Энергетика к исполнению желаний. И мы достанем 3 карты. Это как раз те 3 сферы или 3 желания, может быть, что вы, уже приложив усилия, ждете, да, как какой-то документ, или то, что вы намереваетесь сделать. Вот насколько это продуктивно будет сделать, именно осуществить в январе 2024 года. И возможности, соответственно, первого желания, второго желания или направления в какой-то сфере деятельности, которую вы хотите развить. И третье. Давайте узнаем в целом энергетику. По карте Луна, если осуществлять желания, то те, которые касаются больше личной жизни. Вот здесь мы можем как раз найти взаимопонимание с близкими. Нас могут поддержать наши любимые люди. Больше нежности, больше ласки. Поэтому, если касается каких-то личных желаний, вот здесь продуктивное более время. В целом, обстановка вокруг вас еще может меняться. Может быть, то, что нам говорят, есть на данный момент в январе, так или иначе будет претерпевать какие-то изменения. И это старший аркан. Значит, обстоятельства какие-то в последующем тоже будут меняться. И в целом это будет формировать какой-то общий фон для того, чтобы вы могли осуществить задуманное. Так или иначе, не только от вашего желания как такового все зависит, мои дорогие девы, а от обстановки, может быть, и так, от каких-то непредвиденных даже обстоятельств по карте Луна. Если вы сейчас чего-то не видите, значит, в последующем, в течение января месяца что-то может резко поменяться, и возникнет оказия. Но, видимо, на начало еще пока января об этом сказать с точкой невозможно. Давайте мы узнаем, каково первое желание. Для кого-то это может быть, знаете, как просто я хочу стабильности, порядка, покоя, чтобы у меня все было размерено, чтобы у меня все было под контролем, чтобы в целом я могла или мог прогнозировать на какой-то более далекий период времени. Может быть, вот этот самый порядок, какую-то структуру. Пусть это структура, которая касается вашей работы. Вы ищете, может быть, работу или хотите с видом заработка определиться. У кого-то это дела домашние, может быть, связанные с, ну, вы что-то улучшаете дома, делаете жилье более комфортным. Или, может быть, есть конкретный вопрос, который стоит на паузе, к примеру, документы, и вы их ожидаете. У кого-то из вас, мои дорогие, ожидание денег, может быть, как раз в конце декабря, с учетом ретроградного Меркурия, что-либо задерживалось. Давайте мы с вами узнаем. У каждого немножко по-своему, колесница. Тут, безусловно, если что-то встало на паузу у вас, мои дорогие, и не получило какого-либо развития, по карте колесница, провожай все прошлое, встречай новое. Правда, по карте Луна. Быть готовым где-то к неожиданностям и не цепляться, наверное, за старое, как по старшему аркану колесница. Сам по себе аркан трансформации, перемен, причем каких-то более удачных перемен. И если мы говорим, стали, допустим, на паузу получения документов, значит, ну, какая-то неведомая сила словно может этот процесс убыстрить. Или если деньги, правда, к вам до вас не дошли в конце декабря, вы их определенно получите. Есть уже развитие, и поэтому скучать будет как будто некогда. Вот долгое, может быть, томительное ожидание, мои дорогие девы, это закончится. Сказать, что это вы
знаете, так вот, можете успокоиться, или у вас жизнь примет какой-то неспешный порядок. Вот нет, конечно, нет. С картой колесницы тут будь готов к тому, что именно в пространстве что-то меняется, и вам придется быстро перестраиваться. Может быть, где-то корректировать свои планы. Не без этого, но аркан колесницы, это, знаете, как игра по новым правилам. Немножко нас это все завораживает. Для кого-то из вас, между прочим, это может проиграться, если вы хотели сменить автомобиль. Да, хотя это старший аркан, но иногда он проигрывается вот в такой конкретной ситуации. То тогда это вполне в течение января осуществимо. Что-то все равно большими плюсами входит в вашу жизнь, словно ангелы-хранители или пространство зеленый свет для вас открывают. Давайте второе желание. У кого-то это может касаться личной жизни. Подарки, взаимопонимание, вдохновение, хорошие эмоции, хорошее настроение. Вообще более позитивный период такой в январе, как будто он ожидается, когда и ожидание само по себе, какая-то пауза может завершиться, и дела примут более такой перспективный оборот. Так и может быть по части личной жизни. Какие-то хорошие известия приходят в вашу жизнь. Давайте мы возможности посмотрим. Интересно, вполне вероятно, с учетом карты Луна, мои дорогие девочки, кто-то узнает, я жду ребенка, правда. Может быть, вы это узнали уже где-то в завершении декабря, и вы будете уделять внимание самой себе, и как будто вот такой неторопливый период. Тогда вам точно и не стоит куда-то ускоряться. Здесь в январе все внимание должно быть приковано к вашей персоне, к вашему здоровью, к вашему самочувствию. Вообще, в принципе, ожидание карта, неторопливости. А у кого-то это могут быть просто приятные события в вашей личной жизни. Для людей, кто в паре, может быть, вы еще и не оформили отношения, но вы вместе, вы не поодиночке. Здесь, правда, что-то вас будет радовать, так же, как и для людей семейных. Здесь и гармония, и взаимопонимание с учетом карты Луна, вот все то, что я говорила. В личной жизни тут что-то, знаете, как больше нежности, больше ласки, больше, может быть, внимания партнеру или со стороны партнера к вам, мои дорогие. Особенно, если меня смотрят девочки, женщины. Ну, правда, какая-то такая более приятная полоса в личной жизни в январе вполне может быть. И если есть какие-то у вас ожидания, мечты по части развития ваших отношений, да, пожалуйста, тут как раз что-то доброе в вашу жизнь как будто входит. Давайте посмотрим третье событие. Пятерка пентаклей. У кого-то это может быть, как правда, решение финансовых вопросов или вот ожидания, или, может быть, вопросов, связанные с вашей работой. У кого-то это, может быть, не нашли взаимопонимания, как с партнером, так и, может быть, руководителями, коллегами, с кем угодно. Был какой-то недостаток. И по пятерке пентаклей недостаток либо конкретно финансовый, или во взаимоотношениях, именно холодность какая-то в отношениях, которую, как желание, мы же смотрим этот ряд как желание, вы бы хотели словно нивелировать, устранить. И что же будет? А здесь, знаете, со всеми договориться можете. И как раз даже из какой-то патовой ситуации, мои дорогие девы, вы найдете новое начало. И те отношения, которые, может быть, с людьми нам необходимыми. Может быть, нам и не особого вдохновения не доставляет общение вот как раз с коллегами, соседями, руководителями, еще с какими-то людьми, которые, ну, они не вхожи в наш ближайший круг. Но, тем не менее, жизнь-то нас сталкивает. И здесь вы сможете, как и примириться, уйти от разногласий, перевести словно отношения в какой-то другой совершенно ракурс, где не будет, может быть, ну, отчасти распри или какой-то такое противостояние холодного, а когда больше взаимопонимания. И кто знает, порой наши отношения выстраиваются даже с людьми, ну вот как наш социум, да, окружение. Вначале мы не понимаем друг друга и можем даже где-то даже поссориться, но в последующем мы можем стать очень надежными друзьями, потому что какие-то важные темы проговорили в спокойной обстановке, что-то выясняем, и, пожалуйста, тут как раз о переводе вот всего того, что вас разочаровывало, но на какой-то совершенно другой уровень, на более надежный. И вполне вероятно, с кем была ссора, как раз не только помириться,
а надежные такие отношения, как и партнерство, так и когда вы будете словно с человеком на одной волне. Вот тут может даже такая метаморфоза проиграться. Давайте мы узнаем. В целом совет карту достанем. Интересно, вообще позитивный месяц на желание. Я не могу сказать, что будет, мои дорогие девы, ровно так, как вы это хотите. И по всем сферам жизни, конечно, нет. Вот то, что какая-то пауза длительная закончится, потому что обстоятельства так складываются, это точно. Вместо холода в отношениях или какого-то недостатка финансового вы как будто тоже сможете изменить, если это для вас актуально. Или какие-то новые начинания, или как примириться, я сказала, и в личной жизни. Здесь, ну, зеленый свет для душевных отношений, для любви и таких, знаете, глубоких контактов, когда даже понимаем друг друга без слов. Вот это все прекрасно. Но, может быть, какие-то другие есть желания. Давайте мы посмотрим в целом совет от карт, как карты видят. Вот себя не перенагружайте, это точно. Январь не для того, чтобы буквально включаться в какие-то вопросы, которые более интересны другим людям. Карта говорит, делегируй вообще свою работу. Не будь в режиме многозадачности. Больше позволь себе где-то разгрузку. Да, вы люди очень активные, вы люди достаточно выносливые. Вы можете все. Но надо ли вот этим заниматься? Надо ли себя загружать безмерно? И карта нам говорит, нет. Вот, видимо, вы сами сейчас у себя в центре вашего внимания. Как будто, да, можем вынести вот эту вязанку из жезлов. Хватит сил дотащить ее. Но эти силы могут иссякнуть, и поэтому тут их правильно распределить. Режим труда и отдыха. Буквально, если мы говорим про совет. А что еще нам, может быть, подскажут карты? Карту Солнца. Интересно. Смотрите, какие полярности у вас, мои дорогие. Может быть, поэтому и говорят, ты себя тут не перегружай. Будь добрее, милосердней к самому себе. Не думай, что если ты все взвалил, что ты это сделаешь как-то лучше всех. Да, с элементом перфекционизма вы можете сделать действительно лучше всех, но себя обесточить в ноль. А карта Солнца вас призывает порадоваться. У вас какие-то добрые события будут в январе, возможности, которые надо не прошляпить, а уставшие люди делают ошибки. Мы же не замечаем чего-то, что вокруг нас как возможность появляется, или какую-то информацию мы можем не услышать, она словно мимо ушей наших проходит, потому что мы уставшие. Вот для вас не быть уставшими, это как будто основа всего. Какие-то приятные возможности, мои дорогие девы. И надо сказать, ведь старший аркан Солнца – это карта выбора правильного направления. Того направления, которое мы словно избираем на полгода. Как будто вы в январе можете с чем-то определяться, как минимум на полгода, своеобразную программу минимум себе создавать. И тут будет очень важно, именно вот вы, ваша личность, ваши планы, ваше Солнце, какое-то, знаете, как счастье, радость входит в вашу жизнь, и это надо принимать, но не нагрузить себя вот такой работой. Видимо, быть отдохнувшим, быть ресурсным, быть, знаете, как подмечать, точнее, в гуще событий, каких-то новостей. Может быть, быстро отвлекаться, ведь у вас выпадает старший аркан Колесница. Тут нужно, как говорят, куй железо пока горячо. Чего-то вы не сможете оставить на потом, иначе потом этой оказии, возможности или, может быть, в виде неслучайных случайностей может как и решиться и произойти. И поэтому правильно взаимодействовать надо и для себя вот этот путь к Солнцу и как будто не возвращаться назад. Вот правда? Отпускай все прошлое, которое буквально как по колеснице, знаете, вы пронеслись словно на этой колеснице, и что-то то, что уже не имеет значения, оставили позади. Вам отсюда только вперед. Прекрасный январь, по крайней мере, то, что видят картой. Пусть это не на 100%, что-то вы можете улучшить, но я не могу сказать, что это прямо какое-то важное решение. Но сам по себе, как качество жизни, уже для вас меняется в январе. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.